связи с тем, что на улице холодно, должна быть хорошая тяга. И мы разжигаем камин. Притащили дрова из подвала. Ну, сейчас мы посмотрим, как он разожжется. Через сетку уже хуже будет видно. Давай вот так снимать, да, без сетки. Как известно, самое интересное в жизни человека, если он ничего не делает, это смотреть на то, как горит огонь, как течет вода, и как что-то другое что-то делает. Вот здесь вот я как раз сочетаю. С одной стороны горит огонь, с другой стороны камин я не разжигаю. Разжигает камин подруга. А я только смотрю, как это происходит и как она это делает. Ну давай прервемся, когда он разгорится, ты продолжишь съемку. Хорошо. Значит, мы продолжим съемку, когда он разгорится. Жители об угрозе переохлаждения и обморожения. Как сообщает Национальная метеорологическая служба, в городе International Falls в Миннесоте столбик термометра опустится до минус 37 градусов по Цельсию, побив рекорд 1924 года. Тогда было минус 32 градуса в Цельсиях. Жители города Эри в штате Пенсильвания продолжают при этом разгребать полутораметровые завалы снега, выпавшего ранее. Метеорологи обещают, что вскоре снежный покров вырастет еще на 25 сантиметров. Исследователи из обсерватории Маунт-Вашингтон в Нью-Гэмпшире отмечают, что в этом районе температура достигла рекордного показателя – минус 37 градусов Цельсия. Они опубликовали на Facebook видео, в котором один из сотрудников выплескивает из кувшина горячую воду, которая на ледяном ураганном ветру тут же превращается в снег. Президент Дональд Трамп, находящийся на своем пути об изменении климата, цитирую: «Пожалуй, нам бы тут пригодилось это глобальное потепление, за защиту от которого наша страна, а не другие страны, собиралась заплатить триллионы долларов», написал Трамп. «Одевайтесь потеплее». Конец цитаты. Ну вот, наш камин разгорелся. Сейчас вы посмотрите, как он горит по-настоящему. Вот так вот можно долго смотреть на горящие поленья.